Сейчас эпидемия одиночества, а вот раньше было лучше. Но не получилось ли так, что социальные сети, по сути, это спровоцировали? Ни в коем случае не осуждаю тех, кто делает, например, там эротический контент. Я даже завидую в некоторой мере. Это дает свои плюсы и бенефиты, конечно, да. И покупать у нас так будут побольше. Я бы, скорее всего, был подписан на каких-нибудь красивых девочек. В комментах польется. От этого очень падают охваты, от меня отписывается много людей. Это скучный контент. Люди вообще очень сложно воссоздают свою аутентичность. Ты тратишь энергию, когда ты пытаешься кем-то притворяться. Тогда ты выгораешь. Здесь важно понять, кто есть ты. Друзья, привет! Сегодня у меня потрясающий гость. Это очень талантливая, способная Маша Солодар, которая является прекрасным предпринимателем, восхищает огромное количество людей. И я Машу пригласил, потому что, с моей точки зрения, она является таким удивительным сочетанием разностороннего, талантливого, образованного человека и классного, умного предпринимателя. Я буду задавать вопросы, которые касаются ее экспертизы, ее жизни, ее точки зрения. Мне она необычайно интересна, потому что это вопросы, связанные с тем, что движет людьми, когда они становятся инфлюенсерами, что такое быть инфлюенсером, что это от тебя требует, должен ли ты что-то приносить в жертву, с чего тебе начинать, вообще кому это нужно, нужно ли это человеку на самом деле, и многие другие связанные с этим вопросы. Это вопросы, которые волнуют меня лично, ну и, скорее всего, каждого из вас в какой-то степени, ну и постараюсь получить какую-то пользу от ее экспертизы, связанную с социальными сетями. И только вчера мы с Марией выступали на одной сцене вместе с Маргуланом. Маша рассказывала о социальных сетях. Это была потрясающая, интересная информация. Я не смог послушать все выступление, но кусочки я ухватил, мне обещали дать запись. Я, как обычно, говорил о менеджменте, об управлении, а Маргулан говорил о том, что вот важно понимать свою роль в жизни, кто ты такой и так далее. Поэтому, наверное, первый вопрос к тебе такой. Вот сегодня, понятно, что это может меняться, но вот сегодня кто ты? Какие роли у тебя есть сегодня в твоей жизни, в твоей деятельности? Глобально. Да. Ну, в первую очередь, я человек, что я считаю очень важной работой. Быть человеком сегодня труднее, чем быть какой-то функцией. Я женщина, жена, будущий ученый на этом пути. Я блогер. И, наверное, из таких важных ролей сейчас предприниматель, я бы сказала, в последнюю очередь. Из основных ролей в последнюю очередь. Предприниматель в последнюю очередь. Да, но ты на первую очередь ты назвала человек. Да. Но это интересно. Но ты в это что-то вкладываешь, очевидно. Что такое быть человеком, вот роль человека? У каждого человека, наверное, разная роль, кто как себе выберет. Для меня роль человека, которую я выбрала для себя, жить по ценностям, культивировать в себе, как это говорят, добрые, хорошие, разумные, вечные. Но это то, что, я так понимаю, традиционно вообще называли вот это какая-то такая собственная духовная область. Но если говорить о современной жизни, то это как раз то, как ты воспринимаешь себя, то, как ты заботишься о себе и так далее. Это очень круто. На самом деле, то, что ты говоришь, это необычайно интересно, потому что, как по мне, мир очень сильно сфокусирован на то, чтобы зарабатывать, на то, чтобы оказывать влияние, на то, чтобы делать что-то, на то, чтобы изобретать что-то. Это круто, это весело. Но действительно, иногда мы забываем о том, кто мы такие. Какими мы должны быть, что мы должны делать для себя родных, для себя дорогих и так далее. Это очень интересная идея. Круто. И ты сказала, что предпринимательство скорее для тебя сегодня на последнем месте. На последнем месте из моих основных Из этих ролей. основных ролей, конечно же. Я не говорю, что это... у меня нет идеи, что это не важно. Но имеется в виду из тех ролей, которые ты для себя выбрала. А почему так? Потому что ведь для многих людей ты являешься таким символом успешного предпринимателя. Мало кто понимает, что это означает на самом деле. Мария Солодар предприниматель, и что это, как это все работает, но тем не менее вот есть такой имидж, образ, потому что у тебя большие успехи в этой области.
почему это не главный приоритет? Ну, такой жизненный этап. Я не могу сказать, что у меня когда-то это было прям на первом месте вообще когда-либо. Я думаю, что просто многие люди видят меня в первую очередь как предпринимателя, потому что кому-то, может быть, кажется, там, те суммы, которые я зарабатываю, количество сотрудников, которые у меня там было, либо проектов, чем-то внушительным, и что это в таком случае точно занимает главное место и главную точку фокуса. Для меня это, ну, может, пару раз выходило на первый план, там, совсем 20 с чем-то лет, когда есть еще такой драйв. Это доказать? Нет, просто драйвово. Мне кажется, мне никому ничего не надо особо доказывать. Просто было в те моменты интересно, и не было... Ну, как бы были такие приоритеты. Мне кажется, это очень хорошие, здоровые приоритеты, когда тебе там 20 с чем-то лет. Ну, это звучит очень круто, то, что ты говоришь, потому что я, например, сконструирован совершенно по-другому. То есть для меня вот эта роль, связанная с предпринимательством, с бизнесом, вот с этим, в определенном смысле, с миссионерством, с помощью предпринимателям и так далее, она имеет намного более высокий приоритет. И мне прямо интересно, вот каково это, как это вообще устроено, потому что ведь в зависимости от того, как мы приоритизируем наши роли, мы, соответственно, распределяем наше время, мы распределяем наши ресурсы, нашу как-то творческую энергию. А блогерство это тоже отдельная роль? Или это больше связано? Это отдельная роль, я ее назвала повыше, чем предпринимательская. Блогер, потом предприниматель. А это интересно. Ну, то есть, когда мы говорим о бизнесе, то есть, очевидно, у тебя такая проектная модель, когда ты начинаешь какой-то проект, ты в это погружаешься, ты его делаешь, и так вот проект за проектом идет. Я правильно понял идею? Ну, так было не всегда. Угу. Сейчас, когда я приоритизирую для себя науку и научную деятельность, в проекте под названием «Моя жизнь» я поставила это как очень высокий приоритет. Тогда я поняла, что работа на ежедневной основе мне сейчас не подходит, она идет вразрез с моими жизненными приоритетами. Круто. И ты приняла это решение и его реализовала в жизни. Это необычайно интересно. Вы создали бизнес, вложили в него силы, но при этом чувствуете, что завязли в рутине. В компании беспорядок, вы перегружены текущими задачами и не можете сосредоточиться на развитии, хотя такие возможности есть. Кажется даже, что вы уже прям не владелец бизнеса, а какой-то универсальный решатель всех проблем, который пытается успеть везде и повсюду и там все проблемы решить. Я сам через это проходил. И я знаю, что любому предпринимателю хочется иметь системную компанию, где все отлажено, сотрудники знают свои функции, а вы при этом занимаетесь не просто какой-то оперативкой, а вы занимаетесь стратегией развития. Компанию, где можно не только зарабатывать больше, но и иметь время на себя и на свою семью. Именно для этого я разработал систему, которая позволяет бизнесу работать без постоянного вовлечения владельца в оперативку. Я сам сейчас управляю компанией с филиалами в разных странах и с командой из 250 человек, и при этом у меня есть возможность решать, куда направлять свое время и свою энергию, свои силы. Хотите узнать, как создать такую систему в вашем бизнесе? Я приглашаю вас на мой мастер-класс «Как усилить команду, укрепить фундамент бизнеса и выйти на новый уровень». На этом мастер-классе я дам вам пошаговый план для делегирования 80% ваших текущих задач без потери контроля. Методику создания сильной команды, которая будет сама бороться за рост прибыли. Я дам инструменты для автоматизации ключевых бизнес-процессов, которые освободят ваше внимание для того, чтобы вы могли заниматься развитием. Стратегию, как за 60 дней высвободить 30 часов в вашей рабочей неделе для развития бизнеса, ну и, конечно, для вашей личной жизни. Представьте, ваш бизнес растет, прибыль увеличивается, а вы при этом чувствуете себя настоящим лидером, а не какой-то загнанной лошадью. Это я создал для себя в своем бизнесе и помог создать тысячам предпринимателей по всему миру. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылке в описании. Дайте своему бизнесу возможность расти, а себе возможность жить полноценной жизнью.
Что касается твоей работы, у тебя большая команда? Сейчас нет, совершенно нет. Это сколько человек? Я всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я не могу сказать, сколько точно. Я помню просто в какой-то момент, когда была вот активная бизнес-молодость, там мы все этим мерились. Типа, сколько у тебя там? А у меня в какой-то момент там больше 200 человек работало. Но мне это сказали сотрудники. Сама я, наверное, об этом никогда не знала. То есть ты работаешь с каким-то очень ограниченным количеством людей. Да. Со сколькими людьми вот ты непосредственно работаешь? Непосредственно я работаю на регулярной основе со своими ассистентами, контент-мейкером. Это все. Изредка я общаюсь с кем-то из клиентской поддержки и, там, может, с финансовым директором. То есть у тебя достаточно самоходная такая бизнес-модель. Она может быть такой. Если говорить о бизнес-стороне, вот об этой бизнес-роли, то есть каждый бизнес, он несет какой-то продукт, он несет какой-то сервис, чем-то помогает, и взамен за это, собственно, получает деньги, зарабатывает и так далее. И если говорить о твоем бизнесе, вот что твой бизнес несет? Мой бизнес несет людям возможности больше зарабатывать. То есть это помощь, это такое усиление в их заработке, то есть благодаря этому они получают больше клиентов, больше зарабатывают и так далее. Абсолютно. Очень круто. Самое, на самом деле, наверное, загадочная, неоднозначная и не очень понятная сторона всегда это блогерство. Почему? Потому что блогерство, по сути, это довольно новый феномен. Если посмотрим на человеческую историю, да, у нас были всегда деятели искусства. У нас всегда были писатели, у нас были художники, у нас были музыканты, была концертная деятельность, привлечение внимания, там, публикации, газеты, журналы. И какие-то определенные, конечно, зачатки подобные блогерству всегда существовали, потому что были люди, которые вели колонки в газетах и журналах, рассказывая там свою точку зрения. Но, кстати, они обычно не рассказывали о своей жизни, они говорили о какой-то своей точке зрения на какой-то набор проблем, обозревали новости там и все такое прочее. И, по сути, вот то, что в какой-то степени, если говорить о феномене блогерства, в истории это было вот какая-то большая история, связанная с желтой прессой. Когда вот эти вот, то, что называется желтой прессой, они писали о жизни знаменитостей, старались там как-то со стороны посмотреть, но это была точка зрения со стороны, да, и она всегда, конечно, была искаженной. Потому что вообще история с масс-медиа, она всегда такое когнитивное искажение, потому что ты вынужден печатать не то, что ты думаешь, и не то, что на самом деле происходит, а то, что люди продолжают с удовольствием как бы поглощать. Возможно, и блогерство это тоже в какой-то смысле свойственно. Но, в общем, блогерство — это такой какой-то абсолютно новый феномен, если мы посмотрим в большой... Я имею право не соглашаться с хостом Да, подкаста. давай, конечно. Я получила такое специфическое образование, закончила философский факультет. И блогер, ты знаешь, в английском языке нет понятия блогер, есть понятие инфлюенсер. Да. И когда я говорю на английском, мне проще себя объяснить как инфлюенсер. Угу. И сколько я вот помню, когда мы начинаем учить там философию, я помню, самый первый в детстве философ, который еще до университета узнала, и была на спектакле про Диогена, который жил в бочке. Он вышел на главную площадь. Ну, и это инфлюенсер, сказал, да. Да, это инфлюенсер. А потом, если погружаться в историю философии, вот эти инфлюенсеры, там все, как бы, Сократ вообще ничего не написал, он так много рассказывал, и все знали, что он рассказывал. Там Платон, Аристотель, чем не инфлюенсеры. И вообще, как человек, который изучает работу человеческого мозга, то, что я знаю, что люди, они любят вот эти все истории про других людей. И так всегда было, все знали, с кем там, кто спит, Медичи, фавориты, Екатерина, что-то придумали, с кем она там была, вот там Мария Антуанетта, вот тот с тем ходил. Люди всегда это делали. У людей всегда были какие-то домыслы про то, как кто-то живет. Всегда были какие-то персоны, которых амбивалентно любили, ненавидели, про них знали, про них рассказывали, пересказывали. Просто не было такой площадки, как Инстаграм, где бы это жило.
там условно, в таком формате, как сейчас, там, кажется, писал, оставил фотографию. Но это было. Так работает наш мозг. Мы всегда обсуждаем. То есть по факту людям свойственно сплетничать, обсуждать. Нам хочется знать. А что мы не знаем, то мы заполним своими домыслами, трактовками. Поэтому, мне кажется, это было всегда. Просто сейчас появились удобные инструменты для того, чтобы Это все обсудить, донести и тут же обсудить. прокомментировать, оставить комментарий. И Но вообще ты прямо удивила, потому что я с этой точки зрения сам не смотрел. Но то, что ты говоришь, это абсолютно точно имеет смысл. Греческие философы в определенном смысле, они были инфлюенсерами, и они формировали точку зрения общества, показывая какие-то моменты, подчеркивая какие-то моменты, раскрывая какие-то смыслы или указывая на какие-то недостатки и так далее. И это точно формировало повестку. И вокруг этого уже происходило какое-то развитие общества. У меня вопрос такой, смотри. То есть ты видишь в этом гораздо большую глубину, чем принято говорить об этой области. Потому что в основном на сегодняшний день вот восприятие блогеров, инфлюенсеров — это восприятие людей, которые каким-то образом привлекают внимание, захватывают внимание. Но то, что ты копнула, говорит о том, что это все-таки ты видишь в этом какую-то миссию. знаешь, каждый, как сказать, размышляет в меру своей распущенности, в меру своей образованности. И, конечно, когда, я не знаю, есть, социальная прослойка, с которой общаешься, они говорят, вот все люди пьют, там все люди, не знаю, употребляют, изменяют. А в моем окружении это, наверное, никто. Можно выпить там бокал, половинку бокала. Может, кто-то когда-то кому-то изменит, но с ними, может, станут и меньше общаться, потому что, это что-то из ряда вон выходящее, но для кого-то это норма. Вот то же самое с блогерами. Когда я сажусь обсуждать, в моем окружении не то, чтобы кто-то подписан на блогеров, которые фоткают сосиски, либо себя. Я могу говорить за, например, мой супруг. Я знаю, что он там читает, у кого-то там Лекса Фридмана, то есть он, конечно, много злоупотребляет Иксом, Твиттером, но он читает, визионеров, футуристов, предпринимателей, инвесторов. Я читаю, смотрю, если говорить из таких поближе к нашей шкуре, у нас на русском языке подкаст, Тамару Эдельман. Это один из моих любимых блогеров. Понятно, что очень много ученых смотрю, либо популяризаторов науки, и это те, на кого я подписана. То есть меньше предприниматель, больше это наука, искусство, какие-то интересные для меня взгляды, интересная работа в этом направлении. Поэтому Инстаграм ведь каждого подстраивается под твои интересы. И люди вокруг меня, они видят что-то про общество, про политику. Для нас это не сосиски. Окей, я это понимаю. Судя по тому, что ты говоришь, конечно, ты это осознаешь. И вот вопрос. А это является чем-то естественным, как какой-то лайфстайл, как какая-то сторона твоей души? Или это прям естественное плюс нечто осознанное по принципу я показываю людям какие-то стороны жизни, какие-то моменты, и мне нравится выполнять эту миссию, потому что это помогает людям менять их точку зрения, менять то, как они видят мир, и в конечном итоге как-то улучшать это. Это как? Нет, как у тебя я не хочу никого менять. Я начала вести блог очень рано, больше 15 лет назад, то есть фактически с подросткового возраста, всю свою жизнь, сколько там что-то это есть, я веду и рассказываю чисто для себя, что мне интересно, общаюсь с единомышленниками, с которыми мне интересно. Я не хочу никому ничего доказывать, никому менять. Мне кажется, это было бы тщетно, потому что это нормально, что у людей разные интересы, разные Но люди, увлечения. которые являются твоими фолловерами, они становятся лучше благодаря тому, что они фолловят за тобой? Честно, да. И я рассказывала тебе, что вчера я встречалась с каким-то кругом своих клиентов. То есть я транслирую, что мне хочется.
я транслирую, что я несколько раз в неделю хожу в музей, что я там читаю, посещаю какие-то культурные мероприятия. Понятно, что от этого очень падают охваты, от меня отписывается много людей, потому что Потому это... что ты посещаешь культурные Да, мероприятия, это скучный музеи. контент, да. Да? Для многих людей это скучный контент. Это интересно. Но есть какая-то прослойка, кому это интересно. Сейчас у меня уже, наверное, перестроилась А как ты аудитория. этот баланс держишь? Потому что, с одной Мне все стороны... равно, я не держу баланс. То есть ты вообще не заморачиваешься по поводу баланса, но отписывается, и фиг Я с ним. заморачиваюсь по поводу баланса внутри круга своей аутентичности. Вот что мне аутентично внутри моей жизни, я показываю. То есть у меня нет такого баланса, типа, заходит контент в купальниках, значит, мне нужно там как бы какой-то процент контента в купальниках постить. Нет. У меня есть баланс внутри меня, там сколько-то То есть про ты, бизнес. для тебя все-таки там твоей как бы ценностью является собственная как бы целостность, собственная точка зрения и подход, я правильно понимаю, по принципу, что те, кому эта точка зрения как бы заходит, добро пожаловать, мы с вами друзья. Я считаю, что это и есть блогинг. Я считаю, что блогинга без аутентичности, люди хотят видеть людей, люди влюбляются в людей, люди, я сейчас перевожу с английского, они изголодавшиеся по другим людям. По аутентичности. Сейчас это будет еще более глубоко. У меня муж такой визионер, он в венчуре, мы много гуляем, и мы часто обсуждаем, вот прям такой диалог на года. Вот сейчас стоять, что будет востребовано. И мы сходимся в том, что инфлюенсерство будет, потому что какое у нас сейчас общение между людьми? Привет, когда все хорошо? Да, все хорошо. Муж козел. На работе там начальник достал. Всех козлы, кто парится. Да, или там, все норм. И люди разошлись. Но ты заходишь в Инстаграм, и ты встречаешь блогера, про которого ты знаешь больше, чем про родственника, чем про того, с кем ты каждый день в офисе видишься, иногда даже больше там, чем про мужа. И людям нужна близость. Сейчас эпидемия одиночества, и в связи с этим еще эпидемия депрессии. В этом плане даже мое научное исследование в этом семестре связано с позитивным влиянием социальных сетей, потому что это шанс социализироваться, шанс самовыражаться, шанс получать близость. Но не получилось ли так, что социальные сети, по сути, это спровоцировали? Потому что у нас появились, как говорится, множество виртуальных друзей, это нас отдалило от настоящего реального общения. У меня, знаешь, такая мгновенная идея возникла, что, может быть, феномен социальных сетей, он, по сути, стал вот этим триггером, который привел к этой проблеме, а сейчас мы говорим о том, что с помощью, опять же, блогерства, социальных сетей, инфлюенсеров, эта проблема в каком-то смысле решается. Я помню свое детство в 90-х годах, мы жили в общежитии. В общежитии люди очень близки. Да. Там никуда Коммунальные от этого квартиры, общежития. не деться. Я знаю, что наши все соседи враждовали. Все враждовали между собой. Тыкали иголки в дверь, там О, типа боже. какие-то ведёмские штуки. Вуду, русское вуду. Да, украинское украинское, вуду. я из Украины. И там про близкое и теплое общение речь не шло. На работе, я помню, то, что рассказывали родители, тоже постоянно какая-то конкуренция за повышение, кому дали надбавку. То есть Я близости там не видела. И в момент, когда ты задавал мне этот вопрос, я подумала, мы с тобой же, классно, тепло общаемся. У нас есть какая-то хорошая компашка. Я же даже улыбнулась, когда я вспомнила. Вчера моя сестра слушала, как мы общались с гримеркой, говорит, вы там все как-то дружите, что ли? Говорю, да, уже там по добрых 10 лет дружим. Я вот подумала, вот наша компашка, которая тебя в караоке не зовет, а ее бы не было бы. Да, я хочу отметить, что меня в караоке не зовут, потому что я очень... 2 раза тебя не позвали. 2 раза меня не позвали, потому что и мы вычислили. Потому что я очень хорошо пою Фрэнка Синатра. Слишком хорошо, и все стесняются при Саше петь и самовыражаться. Да, но я теперь страдаю в результате. То есть мне надо придумать какой-то ход конем сделать. Так. Так вот, этой бы компашки не было, если бы не социальные сети. Я знаю тебя из социальных сетей, и я думаю, что ты меня тоже. 100%. И так же, как все остальные люди в нашей компашке знают друг друга в большинстве своем через социальные сети. Меня точно, и я их тоже точно. И мне кажется, я вот свое мнение донесла. Мне кажется... Да, донесла. Я с тобой полностью согласен. Это действительно крутейший феномен. Если мы нас есть просто, закончу эту мысль, у нас есть какая-то идеализация, а вот тогда было лучше.
Ну, так люди всегда так делают, а вот раньше было лучше. И когда мне начинают говорить про то, что вот социальные сети, attention span падает, там, ну, как способность концентрироваться к вниманию, сколько они вреда несут. Я, знаешь, какую картинку вижу? Знаешь, такое движение лудитов? Ты, наверное, должен знать. В Великобритании, Что-то когда знакомое. возникли конвейеры, производства, заводы, люди пошли Разрушали машины. бить их и разрушать, потому что исчадие там ада, дьявола отбирают работу у людей. Книги жгли на кострах. И тоже были куча исследований, мнений, ну, как исследований тех времен, они другие, Как чем машины сегодня. разрушат Нет, мир и как поработят. книги, как Книги. чтение книг плохо влияет на женщин, на мужчин. А телевизор, когда появился, господи, сколько разговоров-то было. А компьютер, когда появился. Люди ретрограды, мы, конечно, так устроен наш мозг. Могу долго про это отдельную лекцию прочитать, но я на это смотрю, ну, расскажи мне, как мы страдаем от того, что есть издержки, но человек меняется. Если бы не было этого, то есть по факту весь прогресс, это ни для кого, я думаю, не новость, это игра с нашим условно тупением, потому что обезьяне приходилось очень, напрягаться, чтобы выжить. Появилось колесо, прощай, физическая форма, как бы, и все, и вплоть до пульта телевизора, что ты сидишь и клацаешь. Поэтому, ну, как бы, вот так вот все в мире дуально. Да, я с тобой с этим согласен полностью, потому что, с другой стороны, если мы посмотрим, ну вот когда бы без социальных сетей у меня была возможность увидеть жизнь и услышать точку зрения многих очень интересных людей, включая тебя, потому что другой шанс, я бы узнавал об этом из каких-то газетных статей или каких-то книг, в основном уже изданных после смерти, понимаешь? Причем не факт, чтобы эти книги действительно говорили правду, а скорее они бы немножко все трансформировали. Есть мемуары, всегда были. То есть, когда ты тоже говорил про блоги, что это не от первого лица, всегда были мемуары. Да, были. Публиковали, читали. Но сегодня у нас есть возможность читать мемуары в реальном времени, тогда, когда это происходит, а не мемуары человека, уже прожившего, переосмыслившего и, в конце концов, консолидирующего свои прекрасные идеи в чем-то. Потрясающе. Я согласен с тобой полностью. Это невероятная возможность получить классных друзей с хорошей точкой зрения, и с одной стороны. А с другой стороны, не изменяя себе, не изменяя своей точки зрения, оказывать позитивное влияние на мир. Вопрос, который у меня возник просто спонтанно сразу. Вот эта штука с тем, что ты являешься инфлюенсером, и ты один из самых больших русскоговорящих инфлюенсеров вот этой постсоветского большого мира, который сейчас очень разный. Вот это понимание твоей роли, это оказывает влияние на твои решения, на твою жизнь. То, что ты понимаешь, что да, у тебя есть свои цели, у тебя есть своя жизнь, но тем не менее, как бы все равно есть много людей, которые с интересом наблюдают за твоей жизнью, прислушивают свои точки зрения. Само по себе это оказывает ли влияние на тебя? Я скажу так, что в жизни любого публичного человека в какой-то момент возникает вопрос быть продуктом социального заказа, либо делать свою аудиторию, ну, как бы, следствием того, Да, кем я ты хочу тебе остаешься. сказать, что есть очень много драйверов к тому, чтобы сделать инфлюенсера продуктом социального заказа. Потому что у тебя есть помощники, маркетологи, люди, которые снимают, люди, которые говорят, те, кто отвечают, там, анализируют, консультанты, которые говорят, что если бы ты вот сделала вот это, то, наверное, было бы лучше. Твоя целевая аудитория ожидает от тебя вот этого, а давайте добавим туда драмы, или то давайте добавим туда перчик, или давайте добавим туда что-нибудь еще. Ну, то есть, грубо говоря, есть много драйверов, которые постоянно пытаются оказать влияние. Есть такая штука, люди, с которыми я работаю по личному бренду, кого консультирую, я стараюсь сейчас сказать это мягче и более обтекаемо,
для того, чтобы быть интересным, человеку обычно не нужно ничего дополнительного придумывать. То есть в жизни его происходит довольно много рефлексий, которые интересно, вдохновляющие, мотивирующие для других, и довольно много событий, даже если ты события прочитал книгу. Вот я помню, я читала не только Гегеля, я читала Гегеля в издании Ленина, я читала заметки Ленина про чтение Гегеля. Мне было интересно, как Ленин читал Гегеля. Не только Гегель сам по себе, но и как Ленин читал эту книгу. Я понимаю, что люди, которые приходят ко мне в интеллектуальный клуб, они тоже своего рода, мои заметки читают. То есть они что-то, как-то открывают какое-то произведение. Это как обсудить что-то с другом. Да, ты читаешь какую-то интересную книгу, тебе же хочется с каким-то умным человеком это обсудить. Но откуда возникает вопрос вот этого «давай делать то, что людям интересно». Это правда, это, может быть, не всем сейчас будет удобно услышать, но не у всех людей есть глубина, образованность, жизненный опыт и готовность его пропускать через себя, воспроизведить, и такой уровень рефлексии, чтобы это воспроизвести, чтобы это было кому-то интересно. А может быть, это, Маша, не про глубину рефлексии, а может, это просто про тупо смелость, потому что «Будни тракториста» канал на Ютубе набирает. Какие-то, да, набирают. Какие-то набирают. Но смотря что... Может, это больше про смелость? Я сейчас больше про предпринимательские блоги говорю. Я же работаю, я же говорю, как я говорю своим клиентам, тракторист, кстати, он тоже и никем не притворяется, он драму на заказ не делает. Абсолютно точно. Но я просто говорю о том, что... И я думаю, что там просто другая аудитория смотрит, чем те люди. Я же говорю, как мои клиенты, которые со мной работают. Все-таки у тракториста свой социальный, так сказать, капитал. Он отличается от того, кого хотят видеть предприниматели. И тракторист не нанимал консультантов. А я говорю про тех, кому консультанты советуют добавить больше драмы. Вот там бывает такое, я знаю, о чем идет речь, когда аудитории не хватает интереса. Все-таки интерес нужно как-то удерживать. А дальше уже кто как пляшет, как может. Да, но не является ли вот эти сверхусилия в том, чтобы удержать интерес аудитории, каким-то саморазрушением своей целостности, своей аутентичности? Это же каждый выбирает, как ему удерживать. Кто-то, чтобы удержать этот интерес, больше зарабатывает и что-то классное создает. Илон Маск. Очень хороший пример, как удерживать внимание. Да, ты просто делаешь огромные результаты, которые привлекают внимание сами по себе, и говоришь все, что тебе взбредет в голову, вообще не парясь. Кто-то для того, чтобы это делать, анализирует какое-то событие. Вот те блогеры, которых я смотрю, они лопатят огромное количество литературы. Мне было бы лень, когда происходят какие-то инновации научные, какое-то мнение про них, и они поэтому интересны. Юрий Дудь, он там делает какой-то, отбор классных... Да, он как-то выбирает этих людей, он делает гениальное интервью. Да. Я обожаю. И мой муж всегда говорит, тут я уже все закончилось. А он я такая, ты смотрел про Северную Корею? Там видео интересно вышло. А ты смотрел про Техас? Техас, мы были в Техасе много раз. А ты посмотри про Техас, как там это все получилось. И он делает вот такой, то есть каждый выбирает, как он будет удерживать этот интерес. И у Дудя потрясающие огромные просмотры. И сколько бы ни говорили, что YouTube тупой, и в YouTube люди смотрят там какой-то либо макияж, либо скандальных, там, жёлтых какие-то... Мой YouTube, он другой. Мой YouTube другой, я с тобой полностью согласен. Слушай, говоря о предпринимателе, то есть вот у меня в основном предпринимательская аудитория, я стараюсь всегда что-то полезненькое делать для предпринимателей, потому что я сам предприниматель, мне самому это интересно в первую очередь. И говоря о предпринимателях, мне постоянно на наших программах, обучении, выступлении задают вопрос о роли инфлюенсера, как предпринимателя, инфлюенсера. Сейчас я поясню, потому что я понимаю, что здесь определенные когнитивные искажения есть, потому что я в каком-то смысле для своих учеников являюсь ролевой моделью, и я выполняю эту роль инфлюенсера в определенной области, и я понимаю, что это само по себе создает некоторое такое когнитивное искажение. И мне очень часто задают вопрос. Вот я владелец
заводов, газет, пароходов, компаний и так далее. И мне все говорят, что мне надо делать блогинг, значит, становиться инфлюенсером. Это очень важно для бизнеса и для каждого как бы must-have. Я могу тебе свою точку зрения сказать. Я всегда спрашиваю, какой у тебя бизнес, что ты делаешь, там. И говорю, слушай, в твоем случае ты можешь это делать, но только просто если у тебя вот душа зовет, у тебя есть зов сердца, тогда делай. Потому что на самом деле с точки зрения бизнеса это вообще не имеет никакого значения. А вот тебе на это, наверное, стоит обратить внимание, потому что для твоего бизнеса это имеет значение. Вот что ты в этой области видишь? Что вот происходит? Ты же видишь, эта тенденция, да, что практически каждый уже попробовал. А если не попробовал, то скоро попробует становиться инфлюенсером. Ну, снова же, это большой такой материал для размышлений. Есть много исследований, статистики, что растут продажи в социальных сетях, на это много причин. Есть тоже, вчера я на выступлении показывала корреляцию там личного бренда фаундера и капитализации компании. И снова привет Илон Маск там, Сэм Альтман. Я вообще, наверное, это страшно будет сейчас с возраста. После 30 у меня ушла категоричность. Я была безумно категоричная, как в юности. Все должны это делать, да? Да, а сейчас, вот, знаешь, у меня нету, вот, надо обязательно. Есть шведский стол под названием «Жизнь». Мы с нее что хочешь, что берем. Вот ты можешь вот иметь аудиторию, быть инфлюенсером, неважно даже на какой площадке, там не обязательно Инстаграм, либо Ютуб. Вот. Есть много сейчас площадок, я с тобой согласен. Да. В Телеге народ делает огромные каналы, ТикТоки залетают фантастически. Снова же наш Маск, который много раз помнит, целую соцсеть себе купил, чтобы делать, что он хочет. It's okay. То есть хочешь — делаешь. Не хочешь, ты нигде не появляешься и не делаешь. То есть это дает свои плюсы и бенефиты, конечно, да, потому что это медиа как бы нового мира, и это очень дорогая валюта. Ну а как близость. понять, это природно для тебя? Это естественно для тебя? Или это просто скорее, знаешь, такое социально навязанная идея, какой-то социальный шум? Я считаю, что это мое непопулярное мнение, что это природно для всех, если это делать в рамках вот комфортных для тебя, твоей аутентичности. Каждому человеку есть что сказать, приятно поделиться своим мнением с единомышленником. Так мы устроены, что когда мы разделяем мнение, ценности, кому-то это ценно, как бы кому-то это полезно, кто-то за это благодарен, нам по-любому будет хорошо. Другое дело, что люди вообще в целом очень сложно воссоздают свою аутентичность. То есть людям сложно быть самими с тобой, даже с близкими, даже с собой иногда. От этого они в социальные сети приходят, пытаясь быть кем-то другим, притворяться, думая, как на это отреагируют, оценят, пытаются нравиться всем. И это не вопрос площадки. Те люди, у кого есть сложности с площадками, я смею предположить, у них, наверное, и в жизни бывает сложно, что им не только в социальной сети сложно пообщаться, а и там в кругу друзей выступить, скорее всего. Да, вот это вот хороший поинт. Поэтому у меня вот это не то, что продающий момент, но это я знаю, что многие люди не ходят ко мне в наставничество по личному бренду, потому что они не понимают, почему там первый модуль, это чуть ли там не тренинг личностного роста. Типа, мне все понятно, я хочу инструменты. Ты мне покажи, где кнопка. А я считаю, что 80% проблемы, на самом деле, я считаю, что инструментов их просто полным-полно, просто бери, Инстаграм сам сейчас всех промотирует. Вопрос в том, чтобы было вот это интегрити, чтобы я кто я есть, и я не стеснялся себя, как я есть, нести в этот мир, тогда тебе все равно где, все равно кто что пишет. Ну, очень круто. Я тебе задаю эти вопросы, но не просто потому, что ты инфлюенсер и эксперт в области. Но, кроме того, ты же PhD в Колумбийском университете делаешь, насколько я понимаю. Ну, еще не PhD, да. Когда-то я им буду. То есть, ты работаешь над тем, чтобы сделать PhD. Когда я говорю «делаешь», это процесс. Я просто сказала, что я уже PhD в Колумбийском. Многие уже мне так представляют. Ну, ты делаешь сейчас PhD. On my way. Я на своем пути к этому, да. И я так понимаю, что тема, которую ты копаешь и будешь копать, она вот как раз в этой области где-то лежит. И к тебе, как к ученому, такой вопрос.
С твоей точки зрения, вот у нас есть феномен каких мега-инфлюенсеров. Ну, то есть это действительно, когда ты смотришь и пытаешься это охватить, иногда даже мы не представляем, насколько эти люди колоссальным влиянием обладают, потому что, ну, там, парень, у которого там сотни миллионов подписчиков на его YouTube-канале, и там каждый видосик залетает на десятки там миллионов просмотров. Что это такое? Да никакое телевидение никогда таких охватов не давало. Никакие средства массовой информации, с которыми мы имели дело в истории, не давали в моменте такие охваты. Никакие книги, которые публиковались там сотнями тысяч тиражей на протяжении столетий, ну, в моменте они такого охвата не давали. Мы имеем дело сейчас с колоссальной энергией, и вот есть такие феномены там мега-инфлюенсеров. Есть много инфлюенсеров, которые оказывают колоссальное влияние. У них небольшие аудитории, но они на большое количество людей все равно оказывают большое влияние. И вот вопрос такой, с твоей точки зрения, вот этот феномен превращения в такого большого, успешного инфлюенсера. Это даже не важно, это миллионы там, или десятки миллионов, либо какая-то меньшая аудитория. Но вот что как бы отличает человека, или что помогает ему, или вот как получается, что кто-то становится таким инфлюенсером? Это хороший вопрос. Это, кстати, была одна из гипотез, которую можно было бы исследовать, но она, наверное, не настолько пока что востребована и актуальна. Я думаю, что это совпадение многих факторов. То есть понимание человека, там, что востребован его большой интерес, харизма, энергия. Это должна быть сумасшедшая энергия. Простота, когда простое самое сложное на самом деле. Вот очень легко быть замороченным, очень сложно быть простым и ёмким. А если ты сейчас говорил про мистера Биста, я бы сказала, что это прям вот крутой такой инжиниринг. Ну, как бы это прям круто со всех сторон. Я думаю, что как-то так. То есть сочетание вот таких вот интересных вещей, да? И энергия? Мне кажется, это нужно быть очень энергичным, очень большим визионером, очень понимать и любить людей для того, чтобы делать в таком объеме, на таком масштабе, без выгораний, без там каких-то вот, оставаясь в тренде в течение такого длительного периода времени. Мне кажется, это такое комплексное явление. А как ты сохраняешь энергию? Потому что у тебя необычайно высокая курсовая устойчивость, так как я это называю, как инфлюенсера. Да, в плане вот нашего рынка я понимаю, что я уже не то, что мастодонт, там, то есть в бизнесе я с 2011 года, это уже очень долго по нашим всем меркам, и, соответственно, в блогинге тоже. Я уже пережила все волны школы, как бы у меня кто-то взлетал, потом исчезал и так далее. У меня есть очень черный юмор про то, какое количество, за решеткой, кто-то уже ушел и покинул нас, и это уже выглядит как очень большой путь. Я видела сменяемость людей, площадок, то есть когда я начала, еще никакого Инстаграма не было. И курсовая устойчивость. Вот это я могу констатировать просто как факт большая. Почему я не выгораю? Я снова вернусь к вот этому слову, которое мы уже несколько раз сказали. Это аутентичность. Ты тратишь энергию, когда ты пытаешься кем-то притворяться. Тогда ты выгораешь. Я тоже всегда говорю своим ученикам, студентам, как только ты вот эту раскрываешь силу быть собой, тебе не надо напрягаться. Мне не нужно... Я только вчера осознала, например, это сейчас мне девочки поймут, что на обложке книги «Стрессе», и, кстати, на всех баннерах вот этого вот форума, на котором я выступала, я была без макияжа на фотографии. Девушки меня поймут, что это что-то из ряда вон выходящее. Просто я где-то сфоткалась, и эта фотка тебе всюду. Она на книге с Брайаном Трейси. То есть то, как ее взяли на эти книги, это значит, что ты выглядела прекрасно. То есть аутентично, и, видимо, это отражало как бы... В современном обществе фильтров, обработки мейкапа это
Что да и говорить. Я просто говорила, у меня есть вот близкий мой визажист в Европе, она уже там почти семья мне, она приехала сюда на выступление и красила меня сюда. Я говорю, я на большинство подкастов хожу как бы без там ничего. Это сейчас не прям мейкап вообще. То есть я это завраплю сейчас, закончу мысль. И она спросила, а кто тебя собирал вот на съемку на обложку книги? Я говорю, а я там вообще не собрана, это у меня в доме на первом этаже, меня класснули, и все. И теперь эта фотография вот на баннерах висит крупным планом. И для того, чтобы прийти сюда, либо куда-либо на форум вчера, я туда тоже, как я готовила презентацию, потому что с уважением к аудитории, но мне не надо было напрягаться на сцене, играть какую-то роль. Я сижу Да, здесь. я, кстати, видел твое выступление, я не говорил тебе, я хотел отметить, что мне прямо нравится, насколько как бы естественно, просто, без какого-то надрыва, там, сверхусилий ты доносишь идеи. Это очень высокий уровень. Здесь я тоже сижу. Для меня как бы ноль какого-то напряжения, я не пытаюсь сыграть кого-то, кем я не являюсь, я понимаю, что многим не понравится, кто-то там напишет, вот она экала, вот она что-то сложное говорила, там залетит, не залетит. У меня на это не уходит энергии, поэтому я и не выгораю, потому что я не думаю, я знаю, что люди думают, я знаю это из возражений там своей аудитории, что для них вот странно, как я буду выглядеть, а вдруг я вот сейчас толстый, помятый, у меня там, не знаю, пока что нос не выровнен, я что-то не то скажу. Это женское. Вот, я вот сделаю там типа какую-то блефаропластику, потом пойду в подкаст. То есть это частый ответ. Я похудею потом. Серьезно? Я похудею, займусь личным брендом. Я выровняю нос и потом буду сниматься, вести Сделаю Инстаграм. зубы, волосы, что-нибудь еще, а только потом начну всем этим заниматься. Да. Это не столько про внешность. Внешность — это миноритарная. Это же люди не внешне хотят зачем-то скрыться за вот этой маской и фильтром. Люди, если так про внешнюю оболочку, которая и так все видит, то внутри там никто ничего не видит, и они еще меньше умеют быть с собой в этом плане. И это, конечно, забирает много энергии. Если бы я тут сидела и думала, что я сейчас буду говорить, если я сказала неправильно, а что ж там, ой-ой-ой, то есть я... У нас бы ничего не получилось, то есть это было просто унылое какое-то издевательство. Я вообще считаю, что инфлюенсеры — это очень смелые люди. Потому что самая большая смелость, как мне кажется, это смелость в отношении того, чтобы признавать себя таким, какой ты есть. Не нужна большая смелость, чтобы там сражаться с какими-то противниками и так далее. Вот по-настоящему большая смелость — это вот как целостность, да, она нужна для того, чтобы быть способным просто понять, какой ты, и быть таким, какой ты есть. Я бы так не сказала. Я бы сказала, что это вот задача минимум, basic, так сказать. А есть люди, которые в тоталитарных государствах не согласны с мнением, для которых любовь к людям, демократические ценности, миротворческие ценности важнее там своего быта и комфорта. Мне кажется, для этого нужна большая смелость, потому что у них есть да, семьи. ты говоришь уже об экстремальных ситуациях. Я не считаю это экстремальным. Сейчас я думаю, что это очень бытовой вопрос. Да, сейчас это очень бытовой вопрос. И вот это уже человечность. Вот это если вернуться к тому пункту, с чего мы начинали, что для меня номер один — это быть человеком. Вот я вчера узнала, что организаторы нашего форума, они из Белоруссии. Они не живут в Беларуси, потому что у них определенная политическая позиция, и они туда как бы не въездные, и есть какие-то... И я подумала, вау, я этих людей как бы уважаю в 1000 раз больше. Я этот форум всем еще отмечу, посоветую. Вот это для меня смелость. Мне не сложно быть смелой в Америке, мне не сложно быть смелой, потому что я украинка, у меня украинский паспорт. Да, у меня был какой-то там в стороне бизнес и недвижимость, сбережения, которых я лишилась. Это, может быть, стоило немножко смелости, но в целом смелой в Америке быть несложно. А вот эти люди, они смелые, да. Ну, мне кажется, что то, что ты говоришь, не противоречит, потому что смелость уехать из страны, выступать против какого-то подавляющего тоталитарного режима, а смелость в том, чтобы открыто высказывать свою точку зрения и так далее, она все равно начинается в отношении смелости того, чтобы понимать, кто ты такой, и свою ценность, и свою важность. И потом ты уже находишь способы, как
со всем этим летать и так далее. Ты эксперт в области инфлюенсерства, социальной сети и так далее. У меня есть мои каналы. У меня есть мой YouTube-канал, есть страница в Инстаграме, что-то там в ТикТок туда перепащивается. Вот. И наверняка ты какой-то взгляд бросала на эти социальные сети. Ну, возможно. Может быть, я фантазирую, но, скорее всего, может быть, ты это видела. А я постоянно получаю какие-то советы, рекомендации, идеи консультантов и так далее. Но для меня ценно именно твое мнение, потому что мне нравится твоя точка зрения в отношении инфлюенсерства, нравится то, что ты делаешь. На что бы ты мне рекомендовала обратить внимание? Вот следуя, опять же, твоей этой глубокой и очень ценной парадигме в отношении. Саш, если честно, я не в материале. Я могу взять твою социальную сеть и разобрать вот так Да, онлайн, давай. если это актуально. Давай это сделаем. У нас Потому сейчас что я есть... сознаюсь, я не читаю бизнес-блогеров. Ну, прекрасно. Еще свежий взгляд еще лучше. Погнали шаг за шагом. Основатель акселератора. Никто не знает, что такое акселератор. 30 лет в бизнесе. Внушительно. 4 бестселлера. Внушительно. Черная пятница. Правильно. Ну, в общем, я бы сделала дескриптор какой-то более простой человеческим языком. Это основатель акселератора Бизнес-бустер. Ну, вот Бизнес-бустер — это узнаваемый бренд. Это хорошо, чтобы там стояло. Но, как мне кажется, сооснователь акселератора недостаточно емко, чтобы описать тебя, кто ты есть. То есть должно быть какое-то более простое определение. Там, не знаю, учу там предприниматель, там делаю предпринимателей какие-то там организованности, либо что-то. То есть я не знаю, кто что делает, как ты себя позиционируешь, как кто ты. Просто, мне кажется, вот начало слабовастенькое. Хорошо. 30 лет. Я бы, может быть, какие-то вот 4 бестселлера, я бы подумала, если у тебя есть какие-то артефакты, там, люди, заводы, пароходы, сколько человек, вот подумать, какие у тебя есть яркие артефакты, я бы туда еще что-то забросила, потому что оно недостаточно емко, чтобы показать, какой ты крутой, уважаемый человек. Мне кажется, там можно было бы сказать чего-то побольше. Хорошая идея. Дальше у тебя идут актуальные. Это очень важно, чтобы они были интересными, вовлекающими. Но у тебя первый YouTube. Но, прикинь, люди тебя искали в Reels, они зашли к тебе на страницу, они видят сразу YouTube. То есть как бы с Инстаграма переходить в YouTube они не будут. Там должна быть какая-то вот твоя история, кто ты, какой ты крутой, что ты такого есть YouTube серьезного может быть, делаешь. но не на первом месте. Да? Ну, как бы я вообще его туда бы не добавляла. То есть это смотрят новенькие. Зачем новеньким еще в твой YouTube уходить? Хотя если у тебя YouTube — это основная площадка, и ты там раскрываешь, еще одна моя подруга, вот у тебя какой-то Инстаграм моих подруг. Очевидно, это говоришь о том, что твои подруги бизнес-вумен. Да, результаты, тут у тебя проблемка. Так. Там какие-то репосты. Особенно, вот самый первый результат, конечно, классно. Мы сделали коллаб со мной! На отметке с моей подругой коллаб со мной. Записали уроки для курса по менеджменту. И тогда его проходила Марина Могилка. Она проходила мой курс по менеджменту. Классно. Это мне все очень льстит. Но Так. это не твой результат. Это, конечно, медийные имена, какие-то Так, социальные хорошо. доказательства. Но результат должно быть четко. Такой-то человек, так зовут. Он реальный, фотка, ниша, имя, город. Было, стало. Очень четко, черным по белому, с ярким заголовком, подчеркнутыми цифрами. И вот такие должны быть результаты. То есть всего один внедренный инструмент помог избежать споров с сотрудниками, повысить их эффективность. То есть это как-то вот абстрактновастенько. То есть... непонятно, что за инструмент. И как там еще как он помог чего-то избежать вообще, да? Да, чувак что-то говорит, отметка. Вот люди такое не хотят смотреть. То есть тоже Алла Рахматульна, агентство 80 знакомств, 80 сотрудников. Мексика, Венесуэла, Бразилия. И что? То есть она есть. Она существует, да, но и чё? Да, а тут вот тоже.
какие-то там отзывы снятого экрана. То есть тут, ну, как бы я бы оформила. У тебя классные кейсы, их почти ни у кого нет, а у тебя они есть, реальные, живые. Вот это вот уже оно, во. Ну, просто понимаешь, люди не дойдут, они так долго не классают. Вот это вот классно выглядит. Так, хорошо. Но... Берем как референс. Но сложно, да, это прикольно. Рассел Рожко, рулик Сиэтл, Вашингтон, оборот $25 миллионов, 20 сотрудников, 150 подрядчиков. Но потом есть нюанс. Рост EBITDA X2 за время бизнес-бустер. Вот люди, которые знают, что такое EBITDA, им меньше надо бизнес-бустер. Ваша целевая, я подозреваю, попроще, в общем. Может не прочитать EBITDA. И потом ебедует. Вы Поэтому сложные. да. И вот это Х2 это не для всех. X2, то есть это самое важное. То есть вы его оборот выделили, а оборот это и без вас. Ну, как бы оборот, у него такой оборот. Как бы. А вот, не знаю, было-стало, то есть увеличил 2 раза там. И простыми словами, там не earning before там taxes, а просто простым человеческим языком, русским, если это для русской аудитории. Ну вот тоже Денис Зубрин, Load and Go Inc., чувак с Иллинойса, оборот 18 плюс миллионов, оборот классный, а что он к вам сходил? То есть там даже результата нет. То есть я бы вот взяла что-то такое, о, какая красивая женщина. Где, покажи. У которой 35 миллионов плюс оборот. Угу. Я бы, вот который Сакраменто, я бы что-то сделала для того, чтобы оно выглядело более... Короче, заморочилась бы, потому что кейсы у тебя, наверное, самый продающий твой поинт. Поэтому я бы начала... То есть кейсы на самом деле вообще непонятные, да. Нерелевантные, необъясненные. Да. И как бы вот. То есть, да, нужно вкладка «Кто-то есть». Дальше вот это 4 фактора, Лас-Вегас, встречи, то есть Q&A, то есть все это как бы сложноватенько. Поэтому я бы сделала здесь вот конкретно какой-то, чтобы ты с людьми познакомился, рассказал, что туда же где-то впихнула какой-то лид-магнит, такой вечно зелененький, и показала бы кейсы, и вот так. Красиво все оформлено, СММщики у тебя работают, но ты им передаешь, что по умолчанию темные черные фоны заходят хуже, чем светлые. Ну, это может быть твоим решением, это не то, что... СММщики, я вам передаю. Это хорошо, что это закреплено. Вот смотри, плюс 100 тысяч К, и вот этот рисуночек. Я просто подумала, что это 100 тысяч К, обычно типа косари. Тысячи. И я зависла, что это к мешочку с деньгами, но я так и не поняла, что это значило. Ребусы. Иногда ребята, занимающиеся социальными сетями, любят ребусы создавать. Я скажу, что это все преувеличено, что типа слова «доход» блокируют. Если они в нормальном контексте, я их употребляю, никто ничего не блокирует. То есть есть какие-то вот дети там переживают за это, удаляют рекламу казино, обещание прибыли. Ну то есть ты думаешь, что они вот это вот Я уверена, что они поставили этот ребус, потому что они боятся бана за употребление слов. Но ты не обещаешь, что ваша прибыль увеличится. Ты там не казино рекламируешь. Я думаю, проблемы тут не должно быть. И это заменять вот так сильно не стоит, если у тебя бизнес-блог. Потому что, ну, как бы куча... Ну, бизнес-блог это всегда как-то связано с доходом. Да, ты никуда не денешься. Да, и в Инстаграме там, ну, тоже, если даже случится неприятный инцидент, там можно написать поддержку, сказать, мы там ничего никому не обещали. Но главное реально не обещать, что вы вырастите. Тут есть проблема. Точнее, у меня есть... Начнем с того, что у меня есть возможность сделать вот так. Я могу увидеть твою статистику. Я вчера на выступлении показывала схему, что самое главное в продвижении Reels — это процентное соотношение, глубина просмотра. Да. То есть сколько там, чем длиннее ролик, тем как бы меньше процентов могут посмотреть, но подольше по времени. У тебя хороший, то есть у тебя средний 19, у тебя хороший average 19 секунд, но видео у тебя минута 38. Если бы ты делала его до минуты, и тебя бы посмотрело не 19 секунд, например,
ну, даже те же 19 минут, Ну, в но процентном соотношении у было... этого видео уже было бы не 9 тысяч просмотров, ну, я думаю, что минимум 50. Я обязательно возьму, кстати, видео с твоего выступления и посмотрю его Да. полностью. И сделаю так, чтобы наши social-медиа ребята тоже его посмотрели Из этих и 50, применили. да, спасибо большое, из этих 50 у тебя было бы уже, ну, как бы, non-followers, новых фолловеров, я думаю, что 1030 еще плюс новых людей бы пришло. Это, кстати, у тебя было хорошее видео. Как тебе было сделать с него минуту? Да, там возможно. Я немножко, во-первых, всегда чуть-чуть ускоряю, я прошу убирать паузы между словами. Еще можно внутри было бы, ну, начать большим хуком чуть-чуть, типа там, не знаю, 5 шагов, как там Мгм. люди нарушают команду, там, почему ваша там команда не, то есть, ух ты, хочешь прям почитать, как совмещать управление компанией и семейную жизнь. Ну, конечно, любой женщине приятно, когда мужчина его выставляет. Вот этот контент сразу видно, он у тебя и зашел побольше, как для поста. А ты сейчас имеешь в виду там какая-то Ну, там что-то с Аннушкой у нас, первая да? фотка с ней, вью А. 175 тысяч сразу. Я бы ее, как бы ей приятно, я думаю, что я от лица всех женщин скажу, им приятно, когда мужчины их выкладывают в свой профиль. И у тебя охваты большие, и нам, зрителям, интересно почитать. Так, так. Люди, они такие, поэтому иногда можно делиться. Это же я всегда, кто ко мне приходит, не советую делиться, пока это не established такие отношения, пока там парней и все такое не надо выкладывать. А и вот моя показывать. новая девчонка, с которой я познакомился. Да, а когда это уже семья и как бы все, почему бы не поделиться совместным какими-то... На самом деле искренне считаю, что все равно результаты мужчины — это совместное творчество Вот, всегда. дальше 4 тысячи охват. Пост, что на самом деле влияет на то, сколько мы зарабатываем. 660 тысяч views. Ну, с дочерью тоже. Это тоже твоя семья. Конечно. То есть семья, личная жизнь, люди, это... А вот. И то, 165 тысяч views. А просто следующие там что-то по бизнесу. Не, ну вот про тыкву траву должно быть побольше. Не, 24, ну как бы для твоего ролика все равно. Как бы больше оно у тебя набирает, чем какие-то стандартные бизнес-контенты, и это о чем-то говорит. Людям, конечно, интересно смотреть. Более того, я считаю, что это классно, это твои ценности. Ты семейный человек, у нас такое семейное окружение. Почему бы это не транслировать, почему бы не показывать, что это важно, что это влияет, и более того, оно как-то привлекает. Вот то, чтобы точно тебя в Инстаграме усилило, вот кроме того, что там шапку покруче оформить, я бы больше тебя показала, потому что сам по себе ты не вот эти черно-желтые тексты. Ты чувак, который ездит на большом мотоцикле. Ну да. А ты чувак с классным чувством юмора, который поет в караоке Фрэнка Синатру. И это вещи, которые про тебя, ну, как бы книги читали, ну, как бы люди, если бы знали, какой ты, что ты не какой-то там вот скучный сухарь, зануда, а может быть, тебя бы видели и твой прекрасный вкус, поющий Фрэнка Синатру, знали бы твое тонкое интеллектуальное чувство юмора, еще и на байке гоняет. Ну, это было бы интересно. Я бы показывала, ну, как бы больше жизни аккаунта Бай. Он классный, он такой бизнесовый, хороший аккаунт, у тебя хорошая команда, классно работает. И как бы это не про критику, это про то, что можно сделать лучше. То есть если бы там где-то добавились какие-то кадры, где ты едешь на байке, может что-то такое больше, какой-то живая съемка с семьей, там, с дочкой, с супругой, у елки, ну что-то. Ну, я понимаю, о чем ты в говоришь. караоке. Да, То есть конечно, конечно. Я не говорю, что это должен быть какой-то мажоритарный контент, но... Мажоритарный... ты имеешь в виду, что он не должен быть превалирующим на Да, канале, то есть, конечно, если процентов 10 будет еще и тебя будет легче полюбить, потому что это можно заинтересоваться. Ну, почему я на тебя не подписана? Мне неинтересно каждый день получать советы по бизнесу. По бизнесу. Когда у меня Окей. есть проблема в бизнесе, я пойду к тебе там на консультацию, на курс, на интенсив, книжку почитаю. Но
следить мне все-таки хочется за человеком, за его трансформацией, как меняется его мнение, как он размышляет. Ты очень интересно размышляешь. То есть мне было бы интересно там послушать то, что ты там вчера рассказывала там про отношения мужско-женские. То есть это не знаешь, что это бы как книгу воспринял, беру и так делаю. Но я бы послушала, потому что, ну, как бы ты Ну интересная, да, кстати, об уважаемая этом точно личность. надо рассказать, потому что это такая распространенная штука. Возьму у тебя подкаст, интервью. Ты интересная личность. Это не значит, что я буду как ролл-модел это использовать. Но мне интересно, что Высоцкий думает о том, об этом, не знаю, о роли мужчины, женщины, о женщине в бизнесе. Это же все так востребовано, это прям по-горячему, как бюджет семейный должен распределяться, время свободное, как ты проводишь. То есть есть такое все равно впечатление какого-то нерда, ну, то есть такого, ну, чудака, даже не чудака, а такого очень серьезного Ну, взрослого сухаря. ограниченного, очень Я бы не ограниченного. сказала ограниченного, ну, просто какой-то там бизнес-сухарь. То есть за таким просто мне, может, как бы я и не твоя целевая, ты мне тоже скажи. То есть, а есть фанаты сухарей. Это такие, знаешь, фанаты задротов, которые специально выбирают social media, себе формируют ленту из задротов. Я сомневаюсь. Не знаю, я таких людей не знаю, но, наверное, если бы мне было 18 лет, я была мальчиком, вот я могу представить, что какой-то Даня Матухно или Миша Тимочка в свои там, сколько, 17-19, уже совершеннолетние, вот что они могли в какой-то момент быть подписаны на вот только бизнес-контент. Вот в таком бы возрасте, Да если я было что-то сомневаюсь, юным на самом деле. пацаном, Я вспоминаю себя в 18 лет. Я какой... Ну, то есть, понятно, что была другая эпоха, другое время, но я бы, скорее всего, был подписан на каких-нибудь красивых девочек, чем на бизнес-контент. Ну, или, возможно, на каких-то ребят из рок-групп или чего-то такого. ну, я могу представить, все-таки сейчас вот как бы бизнес-блогеры — это новый рок-стар, то есть было то, что в БМ я видела, это то же самое. И возможно, в таком возрасте такую ленту себе можешь, ну, либо когда у тебя есть В какая-то в общем, ты жизни... мучаешься, пытаешься представить, для какой целевой аудитории мой Инстаграм бы хорошо подошел, и у тебя не получается. Я понял Ну, для идею. целевой аудитории, знаешь, вот как временная любовница. То есть сейчас у меня проблема, мне ее нужно залатать, я подписана на этот блог и читаю его сейчас. Но на протяжении... Я была на это, конечно, подписана в какие-то этапы жизни, но на протяжении, как бы сколько я там знаю, ну, лет читать вот это... Ты абсолютно права, и мне нравится прям твоя точка зрения, очень глубокая, профессиональная, как ты на это смотришь. Это действительно так. И это основная боль. И я это чувствую в отношении даже других. Вот, например, когда-то у меня стояла задача вот хорошо разобраться с вождением мотоцикла. И я прям смотрел блогеров, я нашел себе там хорошего тренера, там одного из топовых как бы в Америке, с которым я потом много занимался. У меня был период, когда я вот смотрел про обучение вождению тяжелого мотоцикла и так далее, и так далее. Этот, грубо говоря, знаешь, этот вопрос закрылся в моей жизни. Я получил это обучение, я натренировался. Время от времени я планирую к этому возвращаться. Но это исчезло из моей ленты. И эти ребята стали мне неинтересны. Это абсолютно нормально. Я с тобой полностью согласен, что невозможно на самом деле быть инфлюенсером, только фокусируясь на какой-то профессиональной определенной области деятельности, потому что никакая профессиональная область деятельности, скорее всего, не будет интересна людям на... Можно. Я тут скоммуниздила такую идею давным-давно, больше 10 лет назад. Я читала книгу «Инфобизнес», называлась, у Фрэнка Кёрна. Это очень давно было. До еще как бы всего. Ну, Фрэнк И Кёрн там, вообще толковый. да, и там у него была классная такая моделька, что ты входишь в нишу, будучи узким специалистом, и Мгм. первое количество, я на всех своих обучениях цитирую Чтобы эту привлечь модель, внимание, да, чтобы ты зафиксироваться. начинаешь, и как бы и я начинала очень узким специалистом, первые 50 тысяч там подписчиков я набрала как специалист там по автоворонкам. Потом там ты расширяешься более как бы до размеров там ниши, и я стала блогером там про интернет-маркетинг,
там 200 тысяч у меня было. Потом это стал полностью как бы бизнес. Ну, когда я стала блогером-миллионником, я уже писала в целом сначала про онлайн-работу еще более широко, все как бы заработок онлайн, и уже и лайв какой-то появился. И, конечно, когда ты очень в долгу идешь как бы с клиентами, на меня многие там, клиенты по 10 лет подписаны, конечно, ну, если бы это все еще было про воронку, ну, как бы кому нужно эту воронку-то разобраться и внедрить, там неделя. Поэтому выйти на рынок, если ты условно начнешь рассказывать, какие-то пельмени ешь, и какая твоя жена, и что ты думаешь про место женщины, ну, ты понимаешь, Ну, что... это еще может быть, где-то можно считать нишей вместо женщины, но пельмени, да, и Ну семья да, то есть навряд ли. это все равно. Но когда ты личность, когда ты эксперт, и уже тебе не надо доказывать, что как бы ты уважаемый человек, а вот что думает уважаемый человек про пельмени вместо женщины и свою жену, это уже интересненько. Поэтому я считаю, Сейчас что я есть чувствую, я уже просто этапность. предвкушаю, как-то вот это словосочетание «место женщины», и у нас там в комментах польется. Это просто такой, ты знаешь, это целая востребованная ниша в Инстаграме, на которой какие-то мужчины, знаешь, я их называю психологи, набирают аудиторию. И сейчас это есть люди, кто очень позитивно говорит. Мне кажется, Гребенюк свою популярность по большому счету, ну, большой кусок популярности взял, потому что он очень красиво говорил про место женщины. То есть я не имею в виду, что он только на кухне, то есть многие там какие-то говорили про то, что на кухне, а вот Гребенюк взял, отпозиционировался, он вышел, сказал, моя жена королева, все, что делаю для королевы, вот она одна, она моя мотивация. И такие, знаешь, пошли переслать мужу, и как бы мужики это увидели. А Не мне по никто собственному не желанию. пересылал, надо посмотреть. Слишком ты хороший муж. Я проресечу, короче. Слишком ты хороший муж. Поэтому как бы вот эта тема такая спекулятивная, просто про нее много говорят. И это кликбейт. Пообсуждать это в каком бы то ни было формате, какое бы твое ни было мнение, это... Ну, то есть, если мы начинаем как инфлюенсеры, конечно, это узкая какая-то экспертиза для того, чтобы нас могли узнать. Вот. И желательно это сделать хорошо, чтобы не получилось, как поговорки «встретили по одежке, проводили тоже плохо». Вот. А потом уже это расширение для того, чтобы свою инфлюенсность уже и вот эту инфлюенсность ее из общения с тобой, я пытаюсь резюмировать, может быть, не очень удачно, так что ты меня поправляй, но другими словами, вот один из инсайтов общения с тобой сегодня, что инфлюенсерс ни в коем случае нельзя пытаться запихать в какую-то определенную нишу или в какой-то определенный сегмент. То есть ты делишься своей точкой зрения на мир, на то, как он выглядит. Да, для того, чтобы тебя распознали, ты должен начинать с какой-то профессиональной области, чтобы тебя узнали, распознали. Но то, что от тебя ожидают обычно фолловеры, они ожидают, что ты раскрываешь свою точку зрения. Для этого нужна смелость и определенные инструменты. Я просто, можно давай. вот туда еще вставлю небольшой комментарий, прости, что перебиваю, просто не хочу, чтобы там меня кто-то понял превратно. Есть инфлюенсеры, кто выступает на какую-то тему, например, есть там инфлюенсер, я знаю, патологоанатом, и он ни о чем другом не говорит. Так можно. Ну, конечно, другая глубина, когда ты начинаешь там говорить на, ну, как бы вообще показывать свою личность и раскрывать свои ценности. Я не говорю, что так нельзя. Если что, просто хочу подрезюмировать. Бывают блогеры, кто только кулинарный блогер, и все. Угу. Точка. Все. Хорошо, спасибо. Да. Спасибо, что поправила. Смотри, соцсети начинались достаточно невинно, я бы сказал. Что я имею в виду? Что это была, ну, просто лента, и ты туда что-то постишь, и там люди могут лайкать и оставлять комментарии. И это то, с чего все начиналось. Или ютубчик, он же тоже был вначале простой. Сегодня это прямо такая область со своими определенными законами, инструментами. Тебе нужно... То есть появилась как бы большой стороной в этой игре стала инструментальная сторона. Вот как ты видишь вот это, с одной стороны, сочетание, можно сказать, такого душевного порыва, аутентичности, желания делиться и так далее, и инструментальной стороны. Вот тебе не кажется, что эта инструментальная сторона, она стала слишком тяжелой для того, чтобы помогала людям или позволяла людям себя проявлять?
Ну, мне кажется, что у какого-то количества людей, предпринимателей, горе от ума, потому что алгоритмы Инстаграма, я вчера об этом говорила на выступлении, они всячески строятся так, чтобы залетали не продуманные стратегии, а простые контент-креаторы. То есть интерес Инстаграма продавать больше рекламы. Это бизнес. Они хотят продавать больше рекламы. Чтобы продавать больше рекламы, им нужен вот этот user-generated content, чтобы люди создавали контент, на который залипают другие люди. И с чем идет постоянная борьба у Инстаграма как платформы, это вот эти боты, автоматизации, купи, продай, заработай. То есть он запрет, а мы еще так будем, а он такой запрет, а мы еще будем И вот здесь кошелечек создается ставить. сложность на сложность. Да? Это, так сказать, проблема очень узкого сегмента, потому что все, что делает Инстаграм, он промотирует, сам продвигает, приносит много просмотров лайвовому контенту. Сейчас вообще большой тренд на лайв. Сейчас вот эти все студийки. Инстаграм, кстати, не любит в продвижении там подписи текстовые на фотках, то есть особенно когда там цифры, он понимает, что это что-то реклама, еще что-то. Он любит то, что люди любят. Это не то, что там Инстаграм какая-то есть идея. У Инстаграма одна идея, чтобы люди больше сидели в Инстаграме и смотрели больше их рекламы. Людям не нравится, когда им продают, когда их хотят использовать. Конечно. Они хотят видеть настоящих людей. Все очень просто. То есть как бы многие усложняют, что там есть какие-то алгоритмы. Да, алгоритмы очень простые. Я уже их назвала, и мы тут все, наверное, смотрят нас предприниматели, они все как бы понимают, что это как бизнес, ну да, логичненько. Но только мы не хотим, мы как бы на свой бизнес смотрим, как предприниматель, а чужой вот мы понять не хотим, и мы хотим внутри бизнеса свою рекламу вставить. Как бы, но как только мы отпускаем этот момент, перестаем вот это заморачиваться, нанимать студии, разучивать сценарии, оформлять. То есть я очень много тестирую. У меня супер много незалетевших роликов, потому что я в последнее время, давайте, Лера, это мой помощник, давайте, Лера, тестировать все. И мы нанимали дорогих монтажеров, оно просто залетает в 20 раз хуже. Просто в 20 То есть ты тратишь ровно. деньги, нанимаешь дорогих монтажеров, и у тебя в 20 раз хуже залетает. Да, а потом я пообщалась с сенатором, и он все просто на фронталку снимает, идет, говорит, там просто на это сделай так, опа. Как бы сразу залетело лучше, просто если бы Потому что живой нативный контент. Он интересен людям, его продвигает Инстаграм. Все. То есть как бы мы делаем такое количество действий, преодолевая что-то такое, когда мы можем просто делать меньше действий, и это будет синергия. Оно в жизни очень так часто бывает, когда надо просто меньше усложнять, и нас люди будут любить, и Инстаграм будет любить, и покупать у нас так будут побольше, и все будет хорошо. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Последний момент, вполне возможно, и я надеюсь на это, потому что это в каком-то смысле и твоя миссия, и моя. Вот этот подкаст вдохновил кого-то проявлять свою аутентичность, начинать действовать как инфлюенсер, делиться своей точкой зрения, потому что, есть много потрясающих, замечательных людей, когда ты их узнаешь через соцсети и так далее, это просто и мою жизнь делает богаче, лучше и так далее. С чего начать-то им? Я обычно со своими студентами, и вчера, кстати, вот я с Наташей сидела и прям выдавливала с нее в кальянной, что ты хочешь сказать этому миру, какое твое ключевое сообщение, чем ты хочешь поделиться. И здесь важно вот отойти от шаблонных фраз, как нас там заучивали в школе, в сочинениях, писать то, что от нас Мир во ожидают, всем мире. там, да, что-то очень правильное. Вот из своего уникального опыта, какие ключевые смыслы ты хочешь донести. Второе, еще я всегда тем, кто решил стать блогером, там, инфлюенсером, советую, запишите свои вот ценности как человека, потому что Инстаграм предложит сколько всего.
Вам предложат там страничку в OnlyFans завести, вам скажут, что лучше залетают ролики, сколько хайпа, если ты ребенка бросаешь в снег, если ты там ходишься, расходишься, хайпуешь, показываешь там каждую ссору со своим мужем, там обсуждаешь вашу интимную жизнь. Это все, конечно же, летает. То есть вся эта штука залетает. Выпиши свои ценности, чтобы понять, типа... Но это твои ценности или нет, в конце концов? Кому-то окей. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто делает, например, там, эротический контент. Я даже завидую в некоторой мере, как бы, классное, красивое тело, очень большой уровень уверенности в себе, там есть, если это окей с тобой, и, например, очень известную порноактрису продюсирует ее муж, и он же и порноактер с ней. Как бы так тоже можно, вы вместе с этим в ладу, вам это нравится, как бы я про Еву Элфи сейчас, с ней есть у Ирины Шихман интересное интервью, и так тоже бывает, так тоже можно. Но если твои ценности, ты женщина-предприниматель, у тебя такой муж, и вас это все не принято, но ты где-то прочитала в каком-то блоге, что залетает красивое тело, и ты начинаешь фоткаться в бикини, выставлять в Инстаграм, ты страдаешь, муж злится, там, я не знаю, это... Ну и все вокруг такие, что происходит? То есть, как бы... Да все вокруг все равно. Да, как бы, не скажи. Иногда мне прилетает что-то в социальных сетях. Это потому что ты уже известный, а они только собрались раскручиваться, их там никто же не знает. Ты же говоришь для тех, кто начинает. Ну да, согласен, сори. Про них еще никто не знает, вот они могут всю историю написать с нуля. И в этом плане лучше сразу выписать для себя, вот это мне ок, вот это не ок, здесь я гибко готова меняться, а здесь вот я никогда никто. То есть у меня есть такие правила, например, как бы у меня есть непоколебимые правила там, связаны там с духовностью. Я не обсуждаю, не рекламирую, не говорю, не транслирую свое мнение. Тарологи, нумерологи, медитологи, ретриты, как бы просто нет. Вот для меня это железобетонно нет. Как бы, например, купальник я могу подумать. Не для охватов, но если я захочу похвастаться, как я тренировалась, я могу. Посмотрите, какая Но красота. не как средство. То есть у меня есть вот эти вот точно нет. Есть как бы зависит, но не как инструмент. Например, там личная жизнь я могу рассказать, если мне хочется поделиться, но рассказывать личную жизнь, потому что у меня прогрев, я не буду. То есть у меня есть вот эти блоки и мои ценности, что точно нет, что может быть по настроению, и что да, пожалуйста. То есть, например... Ну, это очень классно. И я советую, когда вы выпишете вот свои ключевые смыслы, определиться заранее, на что я пойду, на что не пойду, потому что как только у вас начнется залетать ролики, вы увидите 100-500 трендов, которые вы можете снять. И, например, если там вы снимете сейчас какие-то хиты и хайпы с парнем, а через 2 недели вы с ним расстанетесь, и уже как-то неудобно перед подписчиками, если у вас как бы... Со своего опыта говорю. Если есть такой момент, лучше сразу так, пока он мне не муж, в рилсах не снимаю, потом как бы разберемся. Ну, либо если он не хочет. Предложение, тогда уже это другая история. Ну, как бы есть и те, кто после предложения не хочет, есть те, кому все равно еды. То есть вы выпишите, как для вас это будет, чтобы потом не стать, так сказать, заложником ситуации, лучше и не страдать, зачем же я это сделала, и не ругаться, ни с кем не ссориться, чтобы ваша жизнь от этого не разрушалась. Лучше сразу определиться, потому что оно как снежный ком навалится, вот это предложение... Оно без границ, поверьте. Там в интернете такое иногда запрашивают. Поэтому... Ну и советчики помогут, конечно же, тоже. Какие советчики? Ну, какие-то всякие консультанты, помощники и так далее. Они тебе скажут, давай вот это сделаем, давай вот это. Они еще, знаешь, все противоположное скажут. Вот кто-то скажет, типа, делай больше экспертного контента, не надо никому твои сопли. А кто-то скажет, нет, показывай драму, давай с кем-то там разведись, расстанься. Экспертный контент? А давайте экспертный контент с драмой смешаем. И здесь важно понять, кто есть ты. Есть разные блогеры, Точно. еще раз повторюсь, есть как бы... ваша личность, стройте все, что вы будете строить, только вокруг себя, вокруг того, что вам комфортно, тогда вы не будете выгорать, у вас не будет душевных метаний, притворства, какого-то сверхусилия, переживания.
И я работала очень с многими звездами, и это, конечно, очень сложно жить притворную жизнь, когда ты транслируешь там «я против пластика, все переработанное», и тебя снимает твоя подруга «спрячь бутылку», либо там «я такой веган, все как бы», и ты «а это бургер с Beyond Meat», либо «не снимай меня», как бы проще. У меня был первый человек, кого я продюсировала, Коля Латанский, он красивую метафору сказал, что когда у тебя есть вот какие-то вот вещи, которые ты скрываешь, ты как будто стоишь в воде по пояс, и у тебя есть шарики, и ты их должен держать под водой. И вот каждую вещь, где ты вот притворяешься, это вот как будто И при этом вот еще шарик. выглядит естественно. Да. И представьте, что вы держите вот этих 300 шариков, которые пытаются скрыть, там, прикрыться, и у вас просто все силы уходят на вот то, чтобы как-то выстоять и всех их держать под водой. Забейте. Честно, всем все равно на ваши шарики. Это потрясающий абсолютно совет. Спасибо, Маша, спасибо тебе огромное. Ты обещала меня пригласить на свой подкаст, так что... У меня про нет никакого подкаста, придется его сделать. Точно.